Всем привет! Сегодня в меню меренговый рулет с лимонным курдом и консервированными персиками. Меренговый рулет – это нежнейший десерт, который готовится очень просто. Корж готовится из яичных белков с сахаром, но по вкусу как настоящий торт. Начинка для рулета может быть абсолютно разной. Вы на канале Кухня Эвелин, давайте приготовим воздушный и нежнейший десерт. Для начала отделите белки от желтков. Для коржа нам понадобится 6 белков. Вливаем в миску и добавляем 1 чайную ложку лимонного сока и щепотку соли. Всыпаем 200 грамм сахара и взбиваем миксером на высокой скорости до высоких пиков. Обязательно нужно, чтобы растворился весь сахар. На взбивание у меня ушло примерно 10 минут. Проверить готовность меренги можно, поднимая венчики таким образом, чтобы образовались клювики. Они должны быть устойчивые и не растекаться. Лучшим способом проверки будет перевернуть миску, и масса должна оставаться в миске неподвижно. По желанию можете добавить 1 чайную ложку кукурузного крахмала и снова перемешать. Крахмал придает массе устойчивости и пышности, но я его добавлять сегодня не буду. Белковая основа для рулета готова. Противень застилаем пергаментом для выпечки и выливаем на него готовую меренгу. Равномерно распределяем лопаткой по противню. В процессе выпечки корж немного поднимется, но после выпечки осядет. Выпекаем корж в разогретой духовке до 170 или 160 градусов, примерно 20 минут, до румяной корочки сверху. Теперь приготовим лимонный курд для начинки рулета. Желтки отделяем от белков, нам понадобятся только желтки. Кладем их в сотейник, туда же вливаем 100 мл сока лимона. Это количество сока можно добыть с 2 средних лимонов. Далее добавляем цедру 1 лимона и всыпаем 50 грамм сахара. Еще нужно добавить 45 грамм сливочного масла и теперь тщательно все перемешать до однородности. Ставим на средний огонь, постоянно помешивая. Когда от курда пойдет пар, уменьшаем мощность плиты и варим на медленном огне 8-10 минут, обязательно продолжая постоянно помешивать. За это время лимонный курд будет постепенно густеть. Лимонный курд уже достаточно сильно загустел, у меня ушло на это 8 минут. Снимаю с огня и далее можно по желанию процедить через сито. Я сегодня процеживать не буду. Теперь оставляем лимонный курд до остывания. Готовый корж достаем из духовки, переворачиваем на решетку или на противень. И сразу с горячего коржа снимаем пергамент, иначе он может сильно прилипнуть. У меня рулет слегка сильнее прирумянился, чем нужно, и приобрел карамельный насыщенный цвет. Это из-за того, что у меня духовка запекает намного сильнее. Теперь корж должен полностью остыть. Остывает он очень быстро. Теперь смазываем его лимонным курдом. Еще для начинки я буду использовать консервированные персики. Их нужно нарезать тоненькими пластинками и выкладываем кусочки персиков на корж. Теперь заворачиваем рулет. Здесь я допустила небольшую ошибку. Заворачивать нужно корж не с маленькой стороны, а с более широкой. Из-за того, что я свернула с маленькой стороны, было очень много заворотов, и корж начинает оседать, и уже не будет таким пышным. Правильно заворачивать с широкой стороны, тогда оборотов будет намного меньше, и меренговый корж сохранит свою пышность и воздушность. Ножом срезаем края. Они, кстати, тоже очень вкусные.
Меренговый рулет можете украсить по желанию. Я присыпала сахарной пудрой и украсила тоненькими пластинками персиков и кусочками цукатов. Для того, чтобы рулет немного пропитался, его нужно отправить в холодильник примерно на 40-60 минут. Я разрежу его сейчас и покажу, какой он будет, если кушать сразу, и какой будет рулет, если положить на ночь в холодильник. В качестве крема для такого рулета можете использовать густой крем на основе сливок или сливочного сыра, а в качестве начинки любые ягодные, фруктовые в виде густого пюре или свежие кусочки фруктов. Итак, разрезаем сразу после приготовления рулетик. Когда мы попробовали кусочек меренгового рулета, были в настоящем шоке от такого десерта. Мы никогда не пробовали и его не с чем сравнить. Это уникальный, воздушный, нежный, мягкий и насыщенный, очень вкусный рулет. Не верится, что с обычных белков получается такой восхитительный корж с приятным карамельным ароматом. Теперь детки вместо торта просят меренговый рулет. Нежность этого десерта просто зашкаливает. Лимонный курт сочетается в меренговом рулете просто великолепно, а кусочки персиков еще больше дополняют насыщенный вкус. После ночи в холодильнике меренговый рулет стал еще нежнее и мягче и очень хорошо пропитался. Очень советую к приготовлению. Меренговый рулет – это простой и очень вкусный десерт. От него останутся в восторге и взрослые, и детки. Особенно актуальным станет, если у вас после приготовления остались белки. Не забывайте сохранять рецептик, ставьте пальчик вверх и обязательно подписывайтесь на канал. Всем спасибо и пока!